Буквально вчера произошло событие, которое полностью перевернуло вектор мировой экономики, ведь ФРС впервые за последние 4 года снизила процентную ставку, причем не на 0,25%, а на целых 50 базисных пунктов. Такое агрессивное смягчение денежно-кредитной политики проводили только в 2008 году, в разгар кризиса, но если тогда это было сделано в рамках спасения экономики, то сейчас ФРС наоборот желает сохранить активные темпы экономического роста, о чем лично заявил Джером Пауэлл. В опубликованных отчетах после заседания ФРС было указано, что они полностью довольны своей работой и считают, что им удалось взять рекордно высокую инфляцию под свой контроль. На этом фоне индекс доллара сразу упал почти до минимума 2023 года, а все потому, что исторические графики указывают на падение доходности по облигациям во время снижения ставок, но при этом наблюдается активный рост рискованных активов, которые получают огромный приток ликвидности. А знаете, что произошло с биткоином, когда в 2020 году ФРС в последний раз экстренно понизила ставки из-за пандемии? Он подскочил более чем на 800% и уже в 2021 году пробил свой исторический максимум. Но глядя на вчерашнюю реакцию биткоина на снижение ставок, появляется очень много вопросов, главным из которых является, почему он не взлетел до 70 тысяч долларов. Что пошло не так? Ставку понизили, фонды также постепенно его накапливают, вот только цена не растет. Неужели на этом все и правильным решением будет просто его продать и отправить деньги в хомяка после листинга на следующей неделе? Но, друзья, прежде чем делать хоть какие-то выводы, вам крайне важно посмотреть это видео, ведь только здесь вы сможете понять, что реально значит снижение процентной ставки для биткоина и всего крипторынка. Поскольку сегодня мы от А до Я разберем вчерашнее решение ФРС, я озвучу прогнозы Джерома Пауэлла, за которыми следил весь мир, отвечу на вопрос, продолжат ли снижать ставку в этом году, какое влияние это будет оказывать на биткоин, когда начнется его рост, а также на каких уровнях вам однозначно стоит его купить. За нашу оперативность попрошу вас поддержать ролик лайком. И если вы желаете, чтобы уже в следующих видео мы уделяли больше времени перспективным альтам и листингам новых монет, поставьте 2000 лайков. Я вам желаю приятного просмотра. Вы на канале Coin22. Меня зовут Влад. Мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, вчера ФРС понизила ставку, что стало началом нового этапа для мировой экономики. И как всегда, первыми, кто узнал об этом событии, а также оперативно получили главные тезисы пресс-конференции Джерома Пауэлла, были подписчики нашего телеграм-канала, потому что редакторы Telegram анализируют абсолютно все криптоновости, экономические отчеты, а также запуски новых проектов, чтобы вы получили такую важную информацию как можно раньше. И прямо сейчас мы продолжаем публиковать много разной метрики и анализа монет. Поэтому подписывайтесь, чтобы четко понимать, что происходит на рынке. А происходит максимально неожиданная для всех ситуация. Ведь, казалось бы, ставку понизили, а биткоин не показал активного роста. Но, друзья, как я сказал, не спешите делать выводы. Ведь сейчас я объясню, что на самом деле значит снижение ставки. В среду ФРС впервые снизила процентную ставку с первых дней пандемии, сократив базовые ставки на 0,5% в попытке решить проблему замедления темпов роста на рынке труда. Учитывая как ситуацию с занятостью, так и смягчения инфляции, комитет принял решение снизить ставку на 0,5 процентного пункта, подтвердив ожидания рынков, которые недавно изменили прогноз на снижение вдвое. За исключением экстренного снижения ставок во время пандемии, последний раз ФРС снижала ставку на 0,5% в 2008 году, во время мирового финансового кризиса. Хотя сама ставка больше влияет на краткосрочные издержки по займам для банков, она также влияет на множество других потребительских вещей, таких как ипотечные кредиты, автокредиты и кредитные карты. В дополнение к этому сокращению комитет указал на еще одно понижение на 50 базисных пунктов к концу этого года. И в целом график показывает, что базовая ставка снижается примерно на 2 процентных пункта. А в заявлении ФРС после заседания говорится, что комитет получил большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2% и считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции примерно сбалансированы. То есть ФРС в принципе довольна своей работой, о чем сказал Пауэлл на пресс-конференции. Кстати,
его выступлении. Вчера Пауэлл сказал, что если бы политики знали о негативном июльском отчете по рынку труда, когда они проводили встречу в конце месяца, то они могли бы снизить ставки еще раньше. Тем не менее, он написал вчерашнее снижение на 50 базисных пунктов как знак того, что они не собираются отставать от кривой в нормализации ставок. Также глава ФРС сказал, что экономика в целом в порядке и выразил уверенность, что рынок труда сможет избежать роста безработицы, который наблюдается в последние месяцы. Чиновники ФРС повысили ожидаемый уровень безработицы в этом году до 4,4% с прогнозов 4% в последнем обновлении в июне, но при этом снизили прогнозы по инфляции до 2,3% с 2,6% ранее. По базовой инфляции комитет также снизил свои прогнозы до 2,6%. То есть теперь, как сказал сам Пауэлл, они будут делать упор на рынок труда, хотя по его же комментариям на данный момент рынок труда не поднимает уровень инфляции, что является очень хорошим фактором в долгосрочной перспективе. А в своем заключительном слове Пауэлл ясно дал понять, что он не считает спад неизбежным и соответственно он не видит рецессии на горизонте, завершив пресс-конференцию на положительной ноте. Да, он не бил себя в грудь касательно того, что в этом году ставку 100% снизят еще больше, но самое главное, что сейчас ФРС полностью готова продолжить смягчение денежно-кредитной политики, если отчеты будут указывать на падение инфляции. При этом, как я только что сказал, ФРС сильно обеспокоена рынком труда, который она также будет спасать путем снижения ставок. Как я вам говорил в наших прошлых роликах, низкая ставка – это базовый катализатор роста для рискованных активов, которыми в первую очередь выступают акции, ну и конечно же криптовалюта. Ведь теперь инвестор будет искать более доходные активы на фоне падения доллара, который вчера почти упал до минимума 2023 года. Тем не менее, реакция рынков была очень сдержанной, и по этому поводу руководитель по инвестициям финансового гиганта Goldman Sachs сказала: ФРС дала то, чего хотел рынок. Рынок доволен ФРС, и рынок все равно еще немного опережает ФРС, оценивая ставку в 75 базисных пунктов на этот год. И в принципе так и есть. Понижение ставки не было сюрпризом, и к этому все были готовы. И даже в последние дни вероятность понижения на 0,5% превысила 60%. Вот только это не отменяет того, что исторически низкая ставка ФРС всегда оказывала положительное влияние не только на США, а вообще на всю мировую экономику. Ведь теперь кредиты, которые стимулируют производство, становятся дешевле. Аналитики QCP Capital ожидают, что вчерашнее решение ФРС окажет сильное влияние на финансовые рынки в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Они прогнозируют повышенную краткосрочную волатильность рынка после решения ФРС снизить базовую ставку. В их отчете говорится: мы уверены, что волатильность будет высокой в дни после решения ФРС, поскольку трейдеры корректируют свои позиции в течение нескольких недель, а смена политики также может сигнализировать о начале сильных макроэкономических трендов. Это также оказывает прямое влияние на биткоин, который сейчас демонстрирует резкое движение цены. Но почти в каждом нашем видео я вам неоднократно говорил, что любая волатильность на рынке – это отличная возможность фиксировать профит, независимо от роста или падения. А если вы не знаете, как это делать правильно, приглашаю вас в нашу подписку Coin22 Pro, которая предназначена для того, чтобы получать качественный анализ рынка и четкие точки входа, чтобы по итогу вы могли зарабатывать, как наши участники, от 70% на падении DOT, от 85% на шорт-сделках по оптимизм, от 60% на росте атом, а еще на многих других сделках. При этом, если вы новичок и только начинаете изучать крипту, на старте вы получите пошаговое практическое обучение, после которого вы сможете открывать сделки своими руками, ведь дополнительно у вас будет поддержка 24/7. Также, поскольку впереди нас ждет долгосрочный бычий тренд, мы поможем вам сформировать индивидуальный прибыльный спотовый портфель. По прогнозам аналитиков QCP Capital, в ближайшее время трейдеры будут корректировать свои позиции, что будет усиливать волатильность на рынке. Но чтобы заранее быть готовым к любому резкому движению, а также полностью переформатировать свою торговую стратегию под новые реалии на рынке, присоединяйтесь к подписке Pro уже сегодня по ссылке в описании. Несмотря на то, что снижение ставки является первым масштабным шагом ФРС за последние 4 года, всех интересует главный вопрос: продолжат ли они снижать ставку дальше, ведь в этом году нас ждет еще 2 заседания. Для этого мы можем воспользоваться так называемым точечным графиком, который показывает, что средний прогноз ставки на конец года снизился до 4,38%, а средняя оценка на конец 2025 года упала до 3,38%. Рынок теперь закладывает в цене еще 70 базисных пунктов снижения
ставок на двух оставшихся заседаниях ФРС в этом году, что отражает гораздо более агрессивную позицию, чем у самих политиков. Чиновники ФРС в среду прогнозировали всего 0,5% дальнейшего снижения в этом году. Они заложили еще 1% в 2025 году, согласно среднему прогнозу. То есть все идет к тому, что до конца года снижение продолжится. Хотя, как сказал Пауэлл, все будет зависеть только от данных. После того, как ФРС объявила о понижении ставки, аналитики фирмы QCP Capital также сказали, хотя ожидается спад и высокая волатильность, не позволяйте им отвлекать от пути к более высоким ценам на биткоин, и мы отдаем предпочтение долгосрочным структурам с неограниченным потенциалом роста, чтобы извлечь выгоду из потенциального параболического роста цены биткоина. Но какое на самом деле влияние снижения ставки оказывает на биткоин, и что будет с его ценой в ближайшее время, учитывая, что ставки планируют снижать дальше. Как было указано в нашем телеграм-канале, биткоин резко пробил уровень 61 тысячу долларов после решения ФРС, но такое скромное движение не оправдало ожидания многих инвесторов. По факту цена биткоина застряла в широком диапазоне, но многие данные указывают на то, что этот тренд постепенно подходит к концу. За последние 10 дней биткоин консолидировался в диапазоне примерно 4700 долларов, пытаясь удержать уверенную поддержку выше уровня 60 тысяч долларов. С марта биткоин колеблется между уровнями сопротивления 72 тысячи и 54 тысячи долларов, где он все-таки нашел свою поддержку. Но почему же мы до сих пор остаемся вот в этих диапазонах? Во-первых, низкий спрос на биткоин снижает его цену. Цена на биткоин в последние недели оставалась стабильной, в первую очередь из-за отсутствия спроса, как показывают данные Glassnode. Также данные по притокам капитала показывают, что приток средств в инвестиционные продукты биткоина составили 436 миллионов долларов за неделю, которая закончилась 13 сентября. Несмотря на это, биткоин продолжил движение цены в ограниченном диапазоне, что вызвало вопросы о том, почему приток средств не привел к росту. В Glassnode пояснили, что рынок биткоина в настоящее время характеризуется минимальным притоком капитала, что объясняет, почему биткоин движется в узком диапазоне в последние полгода. В отчете говорится, реализованная капитализация достигла пика и стабилизировалась на уровне 622 миллиарда за 2 прошлых месяца. Это говорит о том, что большинство монет, с которыми совершаются транзакции, находятся в пределах их первоначальной цены приобретения. Используя показатель чистой реализованной прибыли для оценки ежедневного измерения потоков капитала в сети биткоин, Glassnode заявили, в настоящее время мы видим, что силы прибыли и убытка в значительной степени равны, что приводит к предварительному чистому потоку и общему колебанию около нулевой границы. Это намекает на определенную степень равновесия, которая образовалась на рынке. Ну а во-вторых, такое движение биткоина в последнее время связано с минимальной прибылью и фиксацией убытков в текущем диапазоне. Аналитики Glassnode также использовали коэффициент риска Sell Side для оценки абсолютной суммы реализованной прибыли и убытка, зафиксированных инвесторами относительно реализованной капитализации биткоина. Высокие значения указывают на то, что инвесторы тратят монеты с высокой прибылью или убытком относительно их базовой стоимости, тогда как низкое значение указывает на то, что инвесторы тратят свои монеты относительно близко к их базовой стоимости без убыточности. Результаты показали, что данный показатель опустился ниже диапазона низких значений, что говорит о минимальной прибыли и убытках в текущих диапазонах. И в отчете говорится, равновесие достигнуто и необходимо дальнейшее расширение диапазона, чтобы стимулировать инвесторов тратить свои монеты, то есть фиксировать прибыль или убыток. Также данные от компании Into the Block могут нам показать, где инвесторы покупают и продают биткоин. Устойчивая поддержка наблюдается в зоне спроса от 58 до 59 700 долларов, где ранее 2,1 миллиона адресов купили более 954 тысяч биткоинов. С другой стороны, диапазон продавцов около уровня 63 и 64 тысячи долларов представляет собой жесткий барьер. Это то место, где 3 миллиона адресов купили 1,2 миллиона биткоинов. И обратите особое внимание, что эти уровни цен находятся выше и ниже спотовой цены, что говорит о том, что между медведями и быками идет сильное противостояние. Карта ликвидации биткоина от CoinGlass показывает крупные ask-ордеры выше спотовой цены и бит-позиции ниже, а это подчеркивает относительную плотность текущей рыночной структуры. Из этих данных мы сразу можем сделать вывод, что краткосрочное движение биткоина остается вот в этом диапазоне, но учитывая, что вероятно до конца сентября биткоин останется вот на этих уровнях, я бы хотел вам сказать, что диапазоны накопления с прошлого ролика, где мы проводили анализ биткоина, остаются до сих пор актуальными, и для многих текущая цена биткоина может стать настоящим подарком перед началом роста в 4-м квартале, который исторически является самым успешным для рискованных
ценных активов. Также хочу поделиться с вами анализом одного известного криптоаналитика Вилли Ву, который у себя в Твиттере написал, что биткоин формирует модель бычьего флага, подготавливая почву для пампа. Как мы знаем, бычий флаг рассматривается как модель продолжения, указывающая на то, что актив консолидируется и готовится к новому росту. Но Вилли Ву анализировал не только цену, но и оттоки биткоина с бирж и сделал два вывода, а именно, краткосрочная перспектива продолжения бычьего тренда вероятно в игре и остается еще одна неделя, а по поводу среднесрочной перспективы он написал: мы видим, как скупается много спотовых биткоинов. Биржевой учет деривативов остается на прежнем уровне, но это может быстро измениться, если мы получим шорт-сквиз. Графическая модель формирует бычий флаг, и по его прогнозам можно понять, что текущий спрос и предложение нейтрально медвежьи, но признаки перехода к бычьей фазе, конечно же, есть, если мы получим ликвидацию шортов, которые уже постепенно начинают подпитывать рост биткоина. Следовательно, нам не стоит сомневаться, что долгосрочный тренд биткоина остается восходящим, и об этом я вам говорил в каждом ролике, где мы проводили его анализ. Процентная ставка в любом случае оказывает положительное долгосрочное влияние, ведь если посмотреть на исторические циклы смягчения ставки, во время которых падал индекс доллара, то мы заметим, что акции росли, а биткоин вообще пробил максимум в 2021 году. Поэтому не спешите делать выводы и правильно оценивайте долгосрочные перспективы. В ближайшее время рынок будет адаптироваться к новым экономическим условиям, а инвесторы будут оценивать перспективы покупки криптовалюты. И конечно же, за всеми этими изменениями вы можете следить в нашем телеграм-канале, где мы каждый день на связи. Так что не забывайте подписываться, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, а также обязательно оставляйте ваши прогнозы по поводу биткоина в комментариях под видео. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Вам желаю удачи, до скорых встреч!